Привет, друзья! В Берлине все чаще звучит термин «структурная автономия», но за ним скрывается нечто куда более серьезное, чем просто военная реформа. Речь идет о создании новой силовой платформы, которая работает параллельно и независимо от НАТО и механизмов Европейского Союза. Источники в экспертных кругах называют это новой системой безопасности без обязательств, а внутри самой канцелярии канцлера термин уже закрепился как «тихий суверенитет». По данным утечек, Фридрих Мерц дал зеленый свет полной перезагрузки военной архитектуре. Под видом модернизации и цифровизации формируется структура, в которую входят резервисты, бывшие военные по контракту и элементы территориальной обороны. Но главный контроль остается в руках Берлина. Это не НАТО и не международные силы, а нечто совершенно новое. Часть этих подразделений, как утверждают обозреватели, готовится на объекты, которые не числятся в публичной инфраструктуре Бундесвера. Финансирование идет по скрытым статьям, замаскированным под научные и технологические инновации, а один из экспертов прямо заявил: Германия готовит армию, которая будет служить не Западу, а себе. Такое не говорится публично, но в кругах только об этом и шепчется. Но дальше гораздо жестче. На фоне бурлящих слухов об автономии армии в Германии стартовала операция «Контур». Это проект, который официально нигде не зафиксирован, но уже влияет на весь оборонно-экономический ландшафт Европы. По мнению аналитиков, это структура двойного назначения, напрямую координируемая между Министерством обороны и Министерством экономики. Зачем такой союз? Все просто. Власть под логистикой, снабжением, складскими потоками и стратегическими закупками. Как утверждают источники, близких к переговорам, ключевая цель операции – вывести важнейшие звенья безопасности из-под внешнего влияния. Под видом программы устойчивости цепочек поставок уже внедрены контракты с закрытыми подрядчиками, а Брюссель не получает даже уведомлений. Все уходит на уровень внутреннего протокола Германии. Журналисты получили доступ к части утечки переписки между немецкими и шведскими чиновниками, где обсуждались альтернативные каналы военного реагирования без НАТО. Слово «независимость» в этих письмах фигурировало неоднократно. По сути, Германия строит собственную инфраструктуру безопасности, не нуждаясь в одобрении партнеров по альянсу. Но больше всего в шок приводит то, что это происходит молча, ни опровержения, ни подтверждений, ни выступлений. Просто действия, подписанные документы, контракты, финансирование. Европа смотрит и не знает, как реагировать. А Германия тем временем уже живет в логике, где НАТО – это лишь временная ступень. И это только поверхность, глубина пугает. Пока Европа спорит о правилах игры, Мерц уже собрал свою команду, которая меняет доску целиком. Новый экономический контур, формирующийся вне ЕЦБ и официальных структур Европейского Союза, уже получил негласное имя «Золотая ось». Германия, Швейцария и Швеция создают платформу, которая может перезапустить весь финансовый порядок Европы. Как сообщают источники, близких к переговорам, речь идет о создании двухсторонних валютных гарантий, обменных буферов и механизма хеджирования на случай краха евро. Этот формат обходится без Брюсселя, без одобрения Франкфурта и, главное, без прозрачности. Каждый из участников вносит свой стратегический ресурс. Швейцария – это золото и банковскую защиту, Швеция – цифровые финтех-платформы, Германия – промышленную и производственную базу. Об этом говорится в серии технических докладов, утекших в прессу, где прямо указано: в случае валютного риска золотая ось должна стать островом стабильности. Инициатива обсуждалась еще весной в Базеле, а сейчас уже в стадии внедрения. Контракты подписываются не между государствами, а между их суверенными институтами. Это тихий поворот от евро к альтернативной системе расчетов. Самое тревожное, Еврокомиссия об этом официально не знает или делает вид, что не знает. А Берлин? Берлин молчит, но этот молчаливый альянс уже переписывает карту экономических влияний, и Мерц в самом его центре. И вот здесь начинается настоящая игра. На фоне разворачивающейся золотой оси Министерство финансов Германии действует в тени, но стремительно. Началась глубокая ревизия всех соглашений с Европейским Центробанком. Сценарий уже получил рабочее название «План Б», вариант выхода из-под зависимости от ЕЦБ без формального разрыва с Европейским Союзом. По данным утечки из экспертного совета при Бундестаге в закрытом отчете фигурирует термин «обратная совместимость». То есть Германия сохраняет статус участника еврозоны,
но может частично выйти из оборота евро, запустив параллельную валютную систему, сначала корпоративную, затем региональную. Финансовые холдинги уже переводят резервы в сырьевые активы, стратегические запасы и золото, а банки начали предлагать закрытым клиентам тихие пакеты, защищенные от валютной волатильности в случае кризиса Брюсселя. Все это инструменты будущей независимости, замаскированные под инвестиционные меры. Как пишут обозреватели, в одном из контрактов напрямую указано, сценарий полного прекращения соответствия с ЕЦБ возможен к концу 2026 года. Это значит, что проект уже живет по своим законам в обход единых европейских механизмов. В кулуарах Евросоюза растет тревога, но Германия опять не комментирует. Она просто делает, а Мерц лишь усиливает эффект ни слова публично, только действия. И именно эта стратегия сеет панику в коридорах власти Европейского Союза. А сейчас скрытый ход, которого никто не ожидал. В Германии уже работает новый механизм, который может полностью изменить миграционную политику Европы. Документ под грифом М7, который оказался в распоряжении средств массовой информации, представляет собой секретную директиву, подписанную лично канцлером Мерцем. Суть проста – тотальная депортация всех нелегальных мигрантов, при этом в ускоренном режиме с минимальной возможностью обжалования. Как сообщают источники, знакомые с деталями плана, М7 запускает новую модель фильтрационных лагерей, официально именуемых базами временного размещения. На деле же это закрытая зона с режимом ограниченного доступа, где действуют внутренние протоколы, а не законы Европейского Союза. Правозащитные организации бьют тревогу, но доступа к объекту у них нет. Только местные чиновники и спецподразделения, отобранные в рамках новой программы «Контроль границ 24/7». Впервые применяется механизм ускоренного судопроизводства, всего одна инстанция, минимум рассмотрения и сразу выдворения. Возможность повторной подачи прошения на убежище отменена. Власти объясняют это необходимостью разгрузить систему, но за кулисами говорят, Мерц хочет продемонстрировать Брюсселю, что Германия может справиться сама. И вот что особенно тревожит: о запуске директивы не было официального объявления, не было дискуссий в парламенте. Все прошло по линии внутренней мобилизации. И теперь даже союзники Германии в Европейском Союзе в замешательстве. Их поставили перед фактом. Один из чиновников Европейского Союза в частной беседе назвал это самовольным режимом правового исключения. И тут следует финальный удар, который уже не скрыть. Главное отличие нового времени – это гробовая тишина на самых высоких уровнях. Ни пресс-конференции, ни споров в Бундестаге Мерц не говорит, а действует, и эта тишина оказалась куда громче любых заявлений. Аналитики называют это моделью управляемой непубличности. Все решения принимаются кулуарно, в рамках узких советов, а широкой общественности сообщается лишь свершившийся факт. Так было и с М7, так происходит и с военной реформой, и с отключением от климатической повестки. Все без внешней огласки, без согласования с Брюсселем, без реакции на протесты. Как пишут обозреватели, внутри правительственных структур создана группа «Б». Это координационный центр, который курирует скрытую трансформацию институтов. Это неформальное ядро власти, работающее по принципу «сначала действуй, потом объясняй», если потребуется. Внутри группы представители военного ведомства, спецслужб, Министерства финансов и ключевые консультанты канцелярии Мерца. Показательно, что даже оппозиция в Бундестаге почти не критикует происходящее. Они словно в ожидании, боятся, либо не до конца понимают масштаб, потому что речь не о поправках к закону, а о фундаментальном перезапуске режима управления. Германия больше не ищет одобрения у Европы, она переписывает код своей государственности на глазах, но в тишине. А самое опасное, все притихли и в Берлине, и в Брюсселе, потому что чувствуют, начинается что-то куда большее, чем просто новую политику власти. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.